Ученые копали на Иден Прайм, нашли какой-то маяк. Видимо, протеанский. Это мое задание, Сарен. Что ты здесь делаешь? Совет решил, что тебе не повредит моя помощь. Что это такое? Там, вдалеке. Это корабль! Посмотрите, какой огромный! Ставьте заряды. Уничтожьте всю колонию. Никто не должен узнать, что мы были здесь. Не трогайте его! Это слишком опасно! Он знает секрет маяка. Это моя вина. Видимо, я активировала какое-то защитное поле, и вам пришлось бросаться мне на выручку. Вы не могли знать, что произойдет. Маяк взорвался. Может быть, перегрузка системы. От взрыва вы потеряли сознание. Мы с лейтенантом перенесли вас на корабль. Я ценю это.
Это произвол. Совет вмешался бы, если бы геты напали на турианскую колонию. Турианцы не колонизируют планеты на границе систем Термина, посол. Землян предупреждали об опасностях Траверса. А Сарен? Мы простим предательство Спектра, я требую вмешательства. Вы не можете ничего требовать от Совета, посол. Служба безопасности Цитадели изучает доказательства вины Сарана. Мы обсудим заключение на слушаниях, не ранее. Капитан Андерсон, вижу, вы привели половину команды. Группа, совершавшая высадку на Иден Прайм. На случай, если у вас возникнут какие-то вопросы. У меня есть отчеты о выполнении задания. Думаю, их данные точны? Абсолютно. Похоже, вы убедили Совет выслушать нас. Их это не обрадовало. Сарен их лучший агент. Им не понравилось, что его обвиняют в предательстве. Сарен представляет опасность для всех колоний землян. Если они не начнут поиски Сарена, я займусь этим. Успокойтесь, капитан. Вы уже сделали предостаточно, чтобы подвергнуть сомнению целесообразность принятия вас в Спектр. Миссия на Иден Прайм должна была доказать ваши профессиональные способности. Вместо этого каким-то чудовищным образом Найлус был убит, а маяк уничтожен. В этом виноват Сарен, а не он. Тогда нам лучше надеяться, что расследование СБЦ подтвердит ваше обвинение. В противном случае Совет использует это, чтобы отклонить вашу кандидатуру. Пойдемте со мной, капитан Андерсон. Я хотел бы кое-что обсудить перед слушанием. Шепард, вас и остальных ждем в башне Цитадели. Верхний уровень. Допуск я вам обеспечу. В такие моменты я ненавижу политиков. Посмотрите на этого жука! Что это он делает? Пожалуйста, не беспокойте хранителей. Это туристический терминал 2. Вы находитесь у входа в башню Цитадели, одно из самых важных и известных зданий Президиума. За моей спиной находится монумент ретранслятора, модель, изображающая протеанский ретранслятор. Слева вы видите одного из хранителей, загадочных смотрителей Цитадели, который работает с панелью управления. Хранители выполняют различные задания на всех уровнях Цитадели. Мы просим вас не беспокоить их ни в коем случае. Хранители являются ключом к правильному функционированию Цитадели. Препятствие их работе карается законом. Наказанием может стать лишение свободы или общественные работы. Расскажите мне о монументе ретранслятора. Монумент ретранслятора, который обнаружили Азари во время первого визита на Цитадель, одно из самых интересных и противоречивых сооружений на станции. Что несет в себе это удивительное произведение искусства? Возможно, это памятник протеанскому величию, напоминающий о том, как они покорили галактику при помощи ретрансляторов. Или он является символом единства? Могли ли протеане догадываться, что рано или поздно ретрансляторы приведут другие расы сюда, на Цитадель? Точного ответа не знает никто. И это делает монумент ретранслятора одной из любимых тем для обсуждений среди ученых и исследователей. Пожалуйста, расскажите мне о хранителях. Нам мало что известно об этих миролюбивых служащих Цитадели, хотя они являются важнейшим механизмом эксплуатации и работы всей станции. Правила Цитадели не позволяют мешать хранителям в их работе. Наказание за нарушение этого правила может быть очень суровым. Хранителей можно увидеть во всех районах Цитадели, но чаще всего они находятся в башне или около нее. Почему именно в этом районе так много хранителей? Хранители не общаются с другими расами. Однако можно предположить, что в башне находятся основные системы управления Цитаделью.
Многие системы станции, к примеру, навигационная система и система жизнеобеспечения, работают автоматически. Считается, что хранители управляют этими системами из ядра башни, куда нет доступа. Хранители также часто появляются в зале совета, хотя, возможно, это лишь часть их маршрута к другому пункту назначения. Расскажите мне о башне Цитадели. Здесь находится зал совета и центр управления Цитадели. Башня – это одно из самых важных зданий на станции. Доступ в эти районы есть только у служащих с соответствующим уровнем допуска. Мне хотелось бы узнать о зале совета. Работа совета, которая зачастую влияет на все галактическое сообщество, ведется в помещении в верхней части башни Цитадели. Зал совета производит большое впечатление, хотя увидеть его удается очень немногим. Как правило, там бывают только советники, послы и высокопоставленные чиновники, а также обслуживающий персонал. У меня назначена встреча с членами совета. Немногим посетителям Цитадели дается подобная привилегия. Я бы вам позавидовала, но это не входит в мой код. А что делать, если кому-то необходимо поговорить с советом? Обычный гражданин должен пройти через соответствующие инстанции, если он хочет добиться аудиенции у совета. Как правило, подобные встречи назначают через послов. Но даже в этом случае граждане редко получают доступ в зал совета. Как правило, от их имени говорят послы. Что происходит в центре управления Цитадели? Центр управления Цитадели занимается управлением полетами. Каждый корабль в радиусе 2000 километров от Цитадели находится в ведении Центра управления. В моменты максимальной нагрузки Центр отслеживает полет более 1000 судов. Пока что это все. Благодарим вас за использование Авины. Всего хорошего. Совет ведь не станет задавать мне вопросы, правда? Сомневаюсь. Мы сдали рапорты. Нам осталось только довериться послу Удине. Я не была бы так уверена, сэр. Сарен что-то скрывает. Дайте мне больше времени. Задержите их. Задержать членов совета? Не смешите меня. Ваше расследование закончено, Гарус. Капитан Шепард, Гарус Вакариан. Я был офицером СБЦ, ответственным за расследование дела Сарена. С кем вы только что разговаривали? Это был директор Палин, глава службы безопасности Цитадели. Он должен сообщить Совету о ходе моих расследований по делу Сарена. Похоже, вы очень хотите раскопать компромат на него. Я ему не верю. Я докажу, что он затеял что-то недоброе. Но он спектр. Все его дела проходят под грифом «секретно». Я не могу собрать доказательства. Совет уже готов нас принять, капитан. Удачи, Шепард. Может, они прислушаются к вам? Слушание началось, идем. Атака гетов — серьезный вопрос. Но нет прямых доказательств того, что в этом деле замешан Сарен. Расследование, проведенное СБЦ, не обнаружило подтверждений измены Сарена. Свидетель видел, как хладнокровно он убил Найлуса. Мы прочитали доклад об Иден Прайм, посол. Показания одного испуганного рабочего — едва ли серьезное доказательство. Я отвергаю эти обвинения. Найлус был моим коллегой и другом. Поэтому вы и застали его врасплох. Капитан Андерсон, когда люди выдвигают против меня ложные обвинения, почему-то всякий раз в этом бываете замешаны вы. А это, похоже, протеже Андерсона, некто Шепард.
Человек, приложивший все усилия, чтобы уничтожить протеанский маяк. Миссия на Иден Прайм была строго секретной. Если вы узнали о маяке, значит лично были там. После смерти Найлуса его дела перешли ко мне. Я читал его доклад об Иден Прайм. Не впечатлило. Что еще можно ожидать от человека? Сарен презирает человечество. Вот почему он напал на Иден Прайм. Ваша раса должна знать свое место, Шепард. Вы не готовы войти в Совет. Вы даже не готовы вступить в ряды спектров. У него нет права так говорить. Подобные решения не в его компетенции. Вопрос о принятии Шепарда в спектры не является целью этого заседания. Тогда какой вопрос решается сейчас? Люди зря тратят ваше время, советник. И мое. Сарен пользуется тем, что он спектр. Откройте глаза. Нам необходимы доказательства. Пока что у нас на руках ничего нет. Есть еще один факт, который не стоит сбрасывать со счетов. Видение капитана. Их мог вызвать маяк. Мы что, теперь и сны считаем доказательством? Как прикажете защищаться от таких нелепых обвинений? Согласен. Наше суждение должно основываться на фактах и уликах, а не на том, что кому-то привиделось или показалось. Вам есть что еще сказать, капитан Шепард? Вы приняли решение. Я не хочу зря тратить свое время. Совет не обнаружил никакой связи между Сараном и гетами. Посол, ваше прошение исключить его из рядов спектров отклонено. Рад, что справедливость восторжествовала. Заседание закрыто. Мы совершили ошибку, пригласив вас на это заседание, капитан. Вас слишком многое связывает с Сареном. Совет выразил свою обеспокоенность. Я знаю Сарена как облупленного. У него одна цель с гетами — уничтожить людей как расу. Уничтожение грозит каждой нашей колонии. Каждая контролируемая нами планета в опасности. Даже Земля. Расскажите мне, что у вас общего с Сареном? Было у нас как-то одно заданице. Тогда дела пошли плохо. Очень плохо. Неохота сейчас рассказывать. Долгая и мутная история. Но я знаю, что он за фрукт. Его нужно остановить. Каков наш следующий шаг? Он спектр, а это значит, что теоретически он неприкосновенен. Нам придется сначала разоблачить его. А как насчет Гарруса, того следователя из СБЦ? Мы видели, как он спорил с директором. Верно! Он просил дать ему больше времени для расследования. Похоже, он нащупал что-то, связанное с Сареном. Есть идеи, где его можно найти? У меня есть знакомый в СБЦ. Он выведет нас на Гарруса. Его зовут Харкин. Хорошие у вас знакомые. Харкина еще месяц назад выперли за пьянство. Я бы не стал тратить время на этого алкаша. Вам и не придется, капитан. Не хочу, чтобы Совет использовал эту историю с Сареном как повод для недоверия к нашему расследованию. Я поручаю дело Шепарду. Нельзя отстранять капитана Андерсона от этого расследования. Да нет, посол прав. Мне лучше не светиться. У меня срочные дела, капитан. Встретимся позднее. Жду вас в моем кабинете. Харкин, наверное, надирается в логове Коры. Это один сомнительный бар в нижней части жилых секторов. Может быть, есть и другой способ найти улики против Сарена. Поговорите с Барлой Воном в финансовом районе. Говорят, он агент серого посредника. Серого посредника? Он информационный дилер. Покупает и продает секреты тому, кто предложит лучшую цену. Я слышал, один из его представителей – Барла Вон. Он, возможно, знает что-то о Сарене, но эта информация вам дорого обойдется. Расскажите мне о сером посреднике.
Это необходимое зло в галактической политике. Покупка и продажа информации – часть игры, а серый посредник – лучший игрок. Он всегда продает информацию тому, кто больше заплатит. Не вмешивается в политику, не принимает ничью сторону. Простая, но эффективная система. Он не представляет угрозы, по крайней мере прямой. Мы всего лишь используем его как ресурс. Или ее. Или, может быть, их. Никто точно не знает. Похоже, Харкин вам не слишком нравится. Он вступил в СБЦ около 20 лет назад. И с тех пор только позорил нашу расу здесь, на Цитадели. Жестокое обращение с подозреваемыми. Обвинение во взяточничестве, злоупотребление алкоголем и наркотиками. Обычно посольство защищало его, но, видимо, и у них лопнуло терпение. Он просто сволочь. Его должны были уволить еще много лет назад. Он был одним из первых людей, офицеров СБЦ. Если бы его уволили, это было бы просто некрасиво. Чтобы оставить его на службе, было заключено множество закулисных сделок. Иногда политика – грязный бизнес. Но, похоже, его время истекло. В СБЦ уже достаточно людей. Мы можем больше его не защищать. Я думал, что посольство должно помогать людям. Может, Харкин и человек, но помимо этого он идиот. Он упустил все свои шансы. Если бы посольство его не защищало, его бы уволили еще 15 лет назад. СБЦ куда лучше без него. Можете рассказать что-нибудь о спектрах? Они не простые агенты правительства. Работают в одиночку, внимания к себе не привлекают. Они решают проблемы, не подвластные Совету. Сохранять мир в галактике не так-то просто. Совет предпочитает дипломатию и переговоры, но иногда требуются крайние меры. Какова их командная структура? Нет никакой командной структуры. Каждый спектр отчитывается непосредственно перед Советом. Иногда им дают задания, иногда они действуют сами по себе. Они не всегда подчиняются законам, используют любые средства, а Совет смотрит на это сквозь пальцы. У спектров очень много власти, Шепард. Похоже, это просто тайные спецагенты. Вся информация о спектрах засекречена. Неизвестно даже, сколько их всего. По нашим последним данным, чуть меньше 100. Без них Совет не смог бы функционировать. Это элитные агенты Цитадели. Последняя линия обороны. Последнее средство перед объявлением войны. Вся галактика их боится и уважает. Если появляется спектр, всем понятно, что должно произойти что-то важное. Как решают, кто станет спектром? Кадровых агентств у них нет. Курсов по подготовке тоже нет. Спектром надо родиться. Совет ищет среди исключительных личностей. Того, кто справится с любой задачей, как вы. Они следили за вами на протяжении многих лет. Они в вас что-то разглядели. И теперь хотят, чтобы вы были на их стороне. Найлус должен был дать им окончательную рекомендацию. Но поскольку он погиб, решение до сих пор не принято. Что происходит, когда спектр выходит из-под контроля? Как Сарен. Такое происходит нечасто. Совет очень тщательно отбирает кандидатов. Но если ситуация выходит из-под контроля, выход, как правило, всегда один – послать другого спектра устранить агента. Похоже, наш посол не слишком ладит с Советом. Да, он сейчас в замешательстве. Совет твердит, что люди должны быть частью галактического сообщества, но содействия от него никакого. Совет хочет, чтобы мы заселяли и контролировали нестабильные регионы. Но когда мы сталкиваемся с трудностями, они не желают нам помогать. Всем понятно, что вступление людей в Совет – это лишь вопрос времени. Однако наш посол считает, что с этим нужно поторопиться. И я с ним согласен. Какая разница, получим мы место в Совете или нет? Это что, так важно? Совет принимает все важнейшие решения в галактике, и мы должны им подчиняться. У нас нет ни сильного флота, ни союзников, чтобы пойти против Совета. Получив место в Совете, мы получим возможность влиять на его решения и защищать собственные интересы. Нам не придется плясать под их дудку.
Взять, к примеру, сегодняшнюю ситуацию. Если бы мы были в Совете, мы бы отправили флотилию Цитадели разбираться с Сараном. И проблема была бы решена. Может, мы могли бы вступить в Совет скорее, если бы больше сотрудничали с другими расами. Еще бы. Если мы будем делать все, что нам велят, нас примут в Совет с распростертыми объятиями. Проблема в том, что нас это не очень устраивает. Отчасти я их понимаю. Они не хотят, чтобы мы доминировали в Совете. Но мы-то должны блюсти и собственные интересы. Расскажите мне о Барле Воне. Он специализируется на переводе крупных денежных сумм без оформления бумаг. Финансовый гений. Не делает ничего незаконного, потому что знает все лазейки. У него очень впечатляющий список клиентов. Послы, дипломаты, спектры. Вероятно, поэтому серый посредник и выбрал его. Вы с Сараном были знакомы. Что случилось? Лет 20 назад я выполнял миссию в Скелианском пределе. Мы с Сараном должны были найти и уничтожить известного террориста. Саран уничтожил цель. Но при этом погибло много людей. Невинных людей. А в официальных записях об этом не упомянули. Но я видел его методы. У него нет совести, нет сомнений. Он запросто убьет и 1000 мирных жителей. Убийство невинных людей не прекращает войны. Скорее наоборот. Я много повидал, капитан. Иногда мы вынуждены принимать неприятные решения. Но только если другого пути нет. Саран даже не пытался искать варианты. Это испорченный тип. Он любит убивать. И он умеет заметать следы. Мне нужно идти. Удачи, Шепард. Если вам что-то понадобится, я буду в кабинете посла. Поверить не могу. Совет проигнорировал все улики против Сарана. Саран – один из лучших оперативников. Естественно, они поверили ему, а не нам. Значит, нам придется искать улики, пока этот самодовольный турианец со своими гетами летает где хочет. Это политика, сержант. Ненавижу политику. Можешь мне поверить, он даже больше, чем кажется. Откуда ты знаешь? Капитан Шепард? Меня зовут Эмили Вонг. Я журналист. Я провожу журналистские расследования на Цитадели. Вы не могли бы уделить мне немного времени? Что вам нужно? Я собираю доказательства взяточничества и деятельности организованной преступности на Цитадели. Есть места, в которые я попасть не могу. В идеале вы могли бы поделиться со мной любой информацией, полученной в ходе вашего расследования. За труды вознагражу. У вас наверняка есть источники получше. Зачем вам я? Я использую все возможные источники информации, но мне кажется, с вами у меня больше шансов. Я читала ваше личное дело. Вы стали героем Скелианского Блица, и вы сможете выявить коррупцию на Цитадели. Откуда вы знаете, что мое расследование чем-то вам поможет? Вы бы не занимались им, если бы это было что-то неважное. А если это что-то важное, мне бы хотелось знать об этом. Откуда вам известно, что я провожу какое-то расследование на Цитадели? Я хороший журналист, капитан Шепард. Слухи имеют обыкновение распространяться. Похоже, вы преследуете благие цели. Если найду полезную информацию, сообщу вам. Прелестно, капитан. Вы не пожалеете. Я бы взял ее обратно, не задумываясь. Но она не хочет возвращаться. Я знаю. Попробую ее убедить при следующей встрече. Осторожней, ты же знаешь, как упрямо
твоя сестра. Чем сильнее настаиваешь на своем, тем больше она сопротивляется. Да, возможно, ты прав, Доран. Спасибо. Извините, я сейчас немного занята. Так чем я могу быть полезна? О чем вы говорили с Волусом? С кем? С Дораном? Я просто спросила его о моей сестре. Она работала на Дорана перед тем, как... Извините, не хочу надоедать вам своими проблемами. Мне интересно, что вы расскажете. Ну ладно. Моя сестра Дженна устроилась работать в логово Коры. Проблема в том, что она работает осведомителем на СБЦ. Подслушивает, о чем говорят, понимаете? Если там об этом узнают, ее убьют. СБЦ должна защищать ее, ведь так? Но не могут же они все время смотреть за ней. Не знаю. Иногда мне кажется, что она остается там просто назло мне. А вы знаете, кто ее контактное лицо в СБЦ? Нет, такие вещи не разглашаются. В прошлый раз, когда я обратилась к офицеру, он посоветовал мне держаться подальше, ради безопасности Дженны. Надеюсь, мне удастся убедить ее в том, что логово Коры – опасное место. Правда? Было бы здорово. Но не говорите, что это я вас послала. Ладно, мне нужно вернуться к работе, пока я не попала в неприятности. Спасибо. Это он. Это были люди Сарана. Теперь я понимаю, почему этот клуб пользуется популярностью. Тут есть на что посмотреть. Эй, лейтенант, закатай губу, а то наступишь на нее. Привет. Подойду к вам через секунду. Я хочу поговорить о вашей работе на СБЦ. Не понимаю, о чем вы. Если вам больше ничего не нужно, я вернусь к посетителям. Это не игра, Джен. Эти люди опасны. Говорите, как моя сестра. Почему все так обо мне волнуются? Я и сама могу о себе позаботиться. Мне пора. Я не стриптизерша. И мне платят не за то, чтобы я тут сидела в нарядном костюмчике. Очаровательная девушка. Стой, Рекс. Фист приказал валить тебя, если сунешься. И чего вы ждете? Я здесь, перед вами. Для Фиста это шанс. Другого шанса не будет. Он не выйдет, Рекс. Конец разговору. Мы только начали. С дороги, люди. Не злите меня. Ну и в чем дело? Кто его знает? Постараемся не лезть на рожон. Войска Альянса? Я вот тоже мог стать космопехом. Вместо этого пошел в сучью СБЦ, горя на синим пламенем. Ты Харкин? Мне сказали, ты поможешь мне найти кое-кого. Турианского офицера СБЦ по имени Гарус. Гарус? Красавчик? Ты, видать, из команды Андерсона? Старый долбанавт все пытается Сарена прищучить, а? Знаю я, где Гарус. Ты сначала вот что скажи. Капитан уже поведал тебе свою маленькую тайну? Ты знаешь что-то о капитане, чего не знаю я. Капитан твой был спектром. И знаешь об этом, так ведь? Это страшная тайна. Первый человек, который удостоился этой чести. И ни хрена у Андерсона не вышло. Облажался на задании настолько, что его вышвырнули. Он-то Сарена винит, понятно. Говорит, турианец подставил его. Почему его выгнали? Спроси его. Подробностей не знаю.
готов поспорить, там есть о чем рассказать. Падение героя. Классическая трагедия. Ха! Почему я должен верить алкашу вроде тебя? Как знаешь. Спроси Андерсона. Небось, выложит все как на духу. Он слишком тупой, чтобы врать. Ты сказал, что это секрет. Тогда откуда ты знаешь об этом? Я 20 лет на Цитадель расследованиями занимаюсь. Народ любит поговорить. Секреты, они как герпес. Если он у тебя есть, ты делишься им с окружающими. Ты свинья. Что, неужели заметно? Фу! Просто скажи, где искать Гаруса. Гарус что-то вынюхивал в кабинете доктора Мишель. У нее клиника в другой части жилых секторов. Он вроде собирался пойти туда. Ты хорошо знаешь капитана Андерсона? Ну, встречался с ним пару раз. Настоящий вояка до мозга костей. Есть, сэр! Никак нет, сэр! Позвольте поцеловать вас в жопку, сэр! Неудивительно, что он так быстро дослужился до капитанства. В Альянсе старательных любят. Капитан отличный военный. Да и я про то же самое. Ему б сейчас парадный мундирчик, пару медалек на груди, можно памятник ставить. Только если он весь такой герой, чего же из спектров-то поперли? Ты поинтересуйся у него, парень. Расскажи о работе в СБЦ. Хочешь сказать о бывшей работе? Директор отстранил меня за несоблюдение дисциплины. В СБЦ даже дело на меня завели. Веришь, нет? Каждую мелочь в протокол внесли, сучьи дети. Грубовато вел себя с подозреваемым. Запишем в дело. Слегка выпил на рабочем месте. Пишем в дело. Снял немного кредитов с наркоторговца. Все в дело. Как меня такого подонка вообще земля носит? Я считаю, ты легко отделался. Да мне похеру, что ты там считаешь. Пахать в СБЦ, не в космической пехоте служить. Начальство бесится, если мы пристрелим кого-нибудь. Расследования, запросы, нормы, инструкции. Каждый день мне столько бумаг приходилось перелопачивать, что ими можно было до конца жизни подтираться. Говно, а не работа. Так что не надо мне здесь заливать. Вы, солдаты, вообще ни хрена не делаете. Ты в зеркале себя видел? Протрезвей и начни уже отвечать за свои поступки. Вот только не надо проповедей. У меня аллергия на святость. Что тебе известно о Гарусе? О, настоящий герой без страха и укропа. Спаситель мира, друг сирот. С директором в вечных контрах. Хочешь знать мое мнение? Он скоро допрыгается. Директор любит тыкать нас, простых агентов, носом в дерьмо. Вот я, живой пример. От тебя мне ничего не нужно. Вы вали, выпить спокойно не дадут. Если есть вопросы от Жени, найдите меня в Академии СБЦ. Это вы мне? Отвалите! Чего вам нужно? Чёртовы новички! Воображают из себя не весь что! Что это с ним? Думаю, стоит это выяснить. Почему капитан Андерсон не сказал, что он был спектром? Может, и не был. Этот Харкин еще тот фрукт. Я уверен, он морочит нам голову. Пожалуй, правда.
Но все же мне хотелось бы послушать самого капитана. Детектив Челик, встретимся у меня в офисе. Я хочу обсудить это с глазу на глаз. Только не обижайтесь, капитан. Но о чем, черт побери, вы думали? Я не понимаю. Вы могли выдать Джену. Мы пришли туда, чтобы помочь ей. Это я понял. Вам кажется, что жестоко подвергать ее такому риску. Но мы постоянно следим за ней. Вам действительно нужно рисковать ее жизнью ради информации? Эта работа никогда не была легкой и приятной. Мне нужна любая помощь. Но поскольку вас так интересует ее безопасность, возможно, мы сможем помочь друг другу. Стараетесь задействовать любые ресурсы, детектив? Чёртова работа такая. Так вы поможете мне или нет? Я помогу вам, но мне нужны подробности. Я пытаюсь выйти на организацию, которая занимается незаконным производством оружия. Мне нужно получить кое-что из их продукции. Благодаря информации, предоставленной Дженной, мне известно, что торговец находится здесь, на Цитадели. Встретьтесь с Кроганом по имени Якс. Заберите улучшения и принесите сюда. Тогда у меня будут все улики. Зачем вам так нужны эти улучшения? В нашем распоряжении находится самое современное оружие. В этом наше преимущество. Как думаете, что случится, если мы его потеряем? Преимущество появится у преступников. А этого мы позволить не можем. Я уговорю Якса рассказать мне, откуда поступают эти улучшения. Нет. Проболтаетесь Яксу, и все мои зацепки вылетят в трубу. Где мне найти этого Якса? Якса можно найти в нижней части рынков. Я отправлю сообщение по нашим каналам, что вы покупатель. Удачи, капитан. Стой! Замрите там, солдатня. Деньги принесли? Вы принесли улучшения? Покажите им товар. Да, внешне неплохо. Еще бы! Лучшие модели на рынке. А теперь гоните кредиты. Пожалуйста. Держите. Хорошая сделка. Пошли, ребята. Дела закончены. Никто не умер? Если вам так хочется, могу кого-нибудь пристрелить. Не, и так нормально. Капитан, я слышал, у вас кое-что есть для меня. Вот ваша посылка, Челик. Прекрасно. Здесь все, что мне нужно. Может, даже больше, чем нужно. Вот, возьмите, капитан. Мне не понадобится. Это вам за работу. Что касается Джены, я позабочусь о том, чтобы она покинула логово Коры немедленно. Ладно, мне еще надо представить эти улучшения в качестве улик. Еще раз спасибо, Шепард.
СБЦ скорее военная организация, чем правоохранительный орган. Какой сюрприз! Житель Земли? Вы ведь очень известная фигура. Да, дружочек? Ваша фамилия Шепард. Так ведь? Герой Блица. Встретиться с вами — большая честь. По-моему, вы слишком много знаете. Прошу простить меня, дружочек. Мое имя Барлавон. Работа обязывает меня знать все обо всех. Не подумайте, чего плохого. Информация — мой хлеб. Я финансовый консультант. И у меня много важных клиентов здесь, на Цитадели. Когда на станции появляется персона вашего масштаба, я обязан об этом знать. Я слышал, вы работаете на серого посредника. У вас есть информация о Сарене? Всегда действуете напрямую, дружочек? Что ж, правильно. Да, я агент серого посредника. И да, я кое-что знаю о Сарене. Я слышал, ваша информация немало стоит. Да, как правило, эта информация стоит небольшого состояния. Но у нас, дружочек, обстоятельства исключительные. Поэтому вы получите эти сведения бесплатно. И в чем подвох? Никаких подвохов. Серый посредник очень недоволен Сареном. Они охотно вели совместные дела, пока Сарен не утратил лояльность. Вот что происходит, когда ведешь дела с предателями вроде Сарена. Что бы вы ни думали о Сарене, он далеко не глупец. Он знает, что серый посредник — ценный союзник. Воевать с ним не имеет смысла, если на кону не стоит ничего жизненно важного. Подробностей не знаю, но серый посредник нанял кого-то, чтобы убрать его. Какого-то Крогана. Мне кажется, я его знаю. Его зовут Рекс. Да, думаю, это он. Я слышал, дружочек, он сейчас в СБЦ. Если поспешите, успеете поговорить с ним до того, как он покинет Академию. Удивительно, что Кроган хочет пообщаться с СБЦ. Весьма. Однако я сомневаюсь, что это его выбор. Если хотите узнать больше, поговорите с ним. Каково это — жить на Цитадели? Эта станция, без сомнения, величайшее сокровище галактики. Технологическое чудо, но ее истинное великолепие — это совсем не корпус и не двигатели. Начиная от Президиума и заканчивая жилыми секторами, вся эта станция — памятник успехам Совета. Все расы, входящие в Совет, собрались здесь, создав единое общество. Что такое жилые сектора? Культурный центр галактики. Он состоит из миллионов жителей, принадлежащих к десятку различных рас. Никто не знает, что ожидает его в жилых секторах. Они полны сюрпризов. К счастью, дружочек, большинство из них приятные. Что такого особенного в Президиуме? Это политический центр пространства Цитадели. 80% разумных существ в галактике признают власть Совета в галактических делах. Но только у самых могущественных и влиятельных рас есть посольство здесь, на Президиуме. Этот уровень станции сделан специально для элиты, дружочек. Для таких, как мы. Расскажите мне о вашей работе. Галактическая финансовая система – сложная штука. Сочетание законов и постановлений из десятков различных экономик. Я, дружочек, являюсь экспертом по взаимодействию экономических систем. За определенную плату я делюсь своим опытом. Я также предлагаю услуги высшего разряда для тех клиентов, которые хотят вести дела, не привлекая к себе особого внимания, тихо и эффективно. Это мой девиз. Похоже, довольно сомнительное предприятие.
Все, что я делаю, находится в рамках галактического коммерческого права. Несмотря на это, многие мои клиенты предпочитают, чтобы их сделки оставались тайными. Предположим, ханарский посол подал ходатайство о снижении тарифов на ханарские товары. Представляете, что будет, если люди узнают, что он при этом инвестирует деньги в компании, занимающиеся экспортом ханарских товаров? Даже если его подлинные мотивы были благородны, и он хотел помочь своему народу, его могут обвинить в попытках использовать ходатайство для получения личной выгоды. Я могу скрыть от других его финансовые операции. Все равно это как-то подозрительно. Тогда можем лишь надеяться, что судьба не покарает вас настолько большим состоянием, чтобы вам понадобились мои услуги. Расскажите мне о сером посреднике. Многие считают, что я занимаюсь финансами, но моя основная валюта – это информация. Я торгую информацией, и она приносит мне хороший доход. Но настоящий мастер – это серый посредник. Каждый день он покупает и продает секреты, которые могли бы свергнуть правительство, всегда заключая сделку с тем, кто предложит лучшую цену. И ему как-то удается не нарушать естественный ход вещей. Все эти секреты, видимо, уравновешивают друг друга, и в конце концов не остается ни победителей, ни проигравших. У вас есть мысли, кем он может быть? Я не знаю. Никто не знает. Серый посредник может быть любой расы и любого пола. У меня есть теория о том, что на самом деле это целая группа, изображающая одного человека. А как иначе у него может быть столько контактов одновременно? Как он может сделать так, чтобы информация не пересекалась? Однако маска просто идеальная. Каждое правительство вынуждено играть в свою игру, чтобы не отстать от остальных. И независимо от того, сколько вы играете и сколько секретов вам удается узнать, вы никогда не выиграете. Я думал, вы больше знаете о своем работодателе. Время от времени ко мне приходит какая-то информация. Я продаю ее серому посреднику. Больше я не делаю ничего, и это меня вполне устраивает. Чем больше ты знаешь, тем опаснее становится игра. Я не люблю опасности, дружочек. Думаю, это ваша прерогатива. Мне нужно идти. До свидания, дружочек.